Более 100 человек отравились едой. Под Москвой сгорел приют. Обрушилась шахта Абрамовича. Это новости на Ходорковский лайв. Ставьте лайк, подписывайтесь. Массовое отравление в школе Чувашии. В Новочебоксарске, по данным местного Минздрава, пострадали 165 человек, включая учеников и сотрудников школы номер 4. 6 пациентов в больнице в состоянии средней тяжести, остальных лечат амбулаторно, дети под наблюдением участковых педиатров. Телеграм-канал «База» пишет еще об одном случае отравления в Новочебоксарском кадетском лицее. Учреждение обслуживает один поставщик питания. Первое обращение детей на недомогание стали поступать вечером 14 ноября. Причиной отравления предположительно мог стать рыбный суп и плов, поданные на обед. У пострадавших энтеровирус. Силовики проводят проверку. К другим происшествиям. В Одинцово сгорел приют для женщин и детей, оказавшихся в кризисных ситуациях. Пожар вспыхнул накануне вечером в садовом товариществе «Горецвет». Предварительная версия МЧС и местных властей – короткое замыкание обогревателя на втором этаже. На момент записи этого выпуска пожар потушили. 2 женщины и 3 ребенка отравились угарным газом. Это данные главы городского округа Андрея Иванова. Пострадавшие дети, по данным телеграм-каналов МЭШ и ШОТ, находятся в реанимации в детском клиническом центре «Рошаля» в Красногорске. Как уточняет МЧС, всего во время пожара в доме было 26 человек, в том числе 18 детей. Шелтер для женщин, пострадавших от насилия, организовали волонтеры проекта «Дом-убежище». Переместимся в Кемеровскую область. В Кузбассе подземный толчок магнитудой почти в 5,5 баллов вызвал обрушение на шахте Таштагольская. Позже произошел повторный горный удар. О происшествии сообщила местная прокуратура. По данным экстренных служб, одного из шахтеров подняли на поверхность. Ему оказали медпомощь. Второй остается под завалами. 182 человека успели эвакуироваться самостоятельно. На месте происшествия работают горноспасатели. Причины подземных толчков пока не установлены. СКА завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Максимальное наказание по этой статье в случае отсутствия жертв 3 года лишения свободы. На предприятии проводится допрос должностных лиц. Рудная шахта Таштагольская снабжает сырьем комбинат Евраз ЗСМК. Он входит в группу Евраз. Ее бенефициаром является миллиардер Роман Абрамович. 34 дрона сбила российская армия над 4 регионами страны и Крымом за эту ночь. Это отчет Министерства обороны. В Калужской области, по данным губернатора Вячеслава Шапши, беспилотник взорвался рядом с многоквартирным домом в городе Людиново. Повреждено остекление, пострадавших нет. Украинские же власти сообщили об атаке российских беспилотников на Киев. Тревога в украинской столице продолжалась почти 3 часа. Обломки дрона повредили балкон и окна в многоэтажке. Пострадавших нет. В Запорожской области погиб мужчина из-за российского артобстрела. Об этом сообщают местные власти. Деревья выгорели, кругом валяются куски снарядов. Такие кадры и комментарии приходят из Воронежской области. В сети опубликовали последствия ударов украинских дронов по складу боеприпасов в сентябре. На кадрах лес в Острогожском районе. Местные телеграм-каналы пишут, что жители попытались сдать снаряды на металлолом, но их там не приняли. Глава района Сергей Хорошилов утверждает, что местные даже пилят боеприпасы, чтобы их все-таки забрали. Он угрожает жителям полиции. Напомню, что в ночь с 6 на 7 сентября после атаки украинских дронов в Острогожском районе сдетонировал склад с боеприпасами. Местные власти утверждали, что мощнейший пожар с необходимостью эвакуации людей вызвало падение обломков дронов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц позвонил Путину впервые с декабря 2022 года. Телефонный разговор подтвердили в Германии и России. Речь, естественно, шла об Украине. И оба лидера, судя по всему, остались при своем. В правительстве Германии сообщили, что Шольц осудил российскую агрессию, призвал Путина закончить войну и начать переговоры, а также заявил о дальнейшей поддержке Украины. Путин, как сообщили в Кремле, остался на прежних позициях и обвинил Германию в деградации отношений двух стран. Войну в Украине он назвал итогом многолетней агрессивной политики НАТО. Оккупированные территории Украины Путин хочет оставить себе. Как написано в пресс-релизе, переговоры следует вести, исходя из новых территориальных реалий. До Путина Олаф Шольц созвонился с президентом Украины. Зеленский был против общения Шольца с российским лидером. Это передает агентство Рейтер. В публичном комментарии Зеленский заявил, что звонок Путину открыл ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры и звонки. В непризнанной Абхазии продолжаются протесты. Оппозиция утверждает, что глава республики сбежал на российскую военную базу. К сожалению, переговорный процесс остановлен, потому что президент сбежал. По нашей информации, большая вероятность, что он находится в российской части Бомбора.
Если Аслан Бжани не выйдет на связь до понедельника, оппозиция угрожает инициировать его отставку через парламент. Ее лидеры призвали граждан собраться днем сегодня у парламента. Жители Абхазии протестуют против инвестиционного соглашения с Россией. Участники акций считают его выгодным исключительно для России. А в Грузии тем временем не утихают протесты против фальсификаций на прошедших парламентских выборах. Сегодня представитель оппозиции Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Киртадзе назвал главу ЦИК позором страны и черным пятном. Краска поэтому и черная. В Грузии же официально подвели итоги парламентских выборов и утвердили победу правящей грузинской мечты. Оппозиция называет ее пророссийской. 58-летний экс-чемпион мира Майк Тайсон вернулся на профессиональный ринг спустя 19 лет и уступил победу в поединке блогеру Джейку Полу. Бой прошел на арене в Техасе. Его провели по упрощенным правилам. Укороченные раунды и облегченные перчатки. Поражение стало 7-м в карьере Тайсона. Бой планировался еще летом, но его перенесли из-за обострения язвы у Тайсона, которая едва не стоила ему жизни. Джейк Пол активно выступает на боксерском ринге с 2020 года. Его победу над Тайсоном издание Bleacher Report назвало самой значимой, хотя подчеркнуло, что Тайсон уже, цитата, лишь 58-летняя тень того, кем он был раньше. И это все новости на сегодня. Не забудьте поставить лайк нашему ролику, это поможет большему количеству людей его увидеть. А также не забудьте подписаться на наш канал. Подписывайтесь на нас и в Телеграме. Так вы останетесь с нами на связи даже в случае полной блокировки YouTube в России. В студии для вас работала Екатерина Воропай. Берегите себя. Увидимся. Пока.